Привет, друзья! Всем привет! Вы на канале «Русский с Максом». Это канал для тех, кто изучает русский. Сегодня будет влог на русском языке. Включите субтитры, если вам нужны они. На экране вы увидите слова с переводом, сложные слова, сложные фразы. Ну и, конечно, если вы хотите транскрипции и дополнительные материалы для моих влогов и подкастов, то присоединяйтесь к membership программе «Учите русский с Максом». Друзья, я приехал в Неукен. Да, я приехал в Неукен. Что? Что? Что такое Неукен? Вы что, не знаете город Неукен? Вы не знаете самый большой, самый крупный город в Патагонии? Что? Вы, может быть, даже не слышали про Патагонию? Тогда вам нужно прочитать Жюль Верна и его книгу «Дети капитана Гранта». Ну или другие источники, и тогда вы узнаете, что такое Патагония. А сегодня я хочу вам рассказать о моих первых впечатлениях и первых проблемах в Неукене, в самом большом городе Патагонии. В этом видео не будет обзора достопримечательностей города. Об этом я поговорю в других видео. В этом видео будут именно эмоции и впечатления. Ну и небольшая прогулка по городу. Вы увидите, как примерно выглядит город. Мы сейчас примерно в центре города. Мы идем сейчас в самый центр города. Так что вы можете примерно посмотреть, как выглядит город, друзья. Немножко про город. Это самый крупный город в Патагонии, в чилийской или аргентинской части, неважно, во всей Патагонии, да. Патагония — это такой историко-географический регион. Есть аргентинская и есть чилийская Патагония. Так вот, это самый большой город во всей Патагонии. Сколько человек живет в самом большом городе Патагонии? Есть разная информация, но примерно 250-300 тысяч. Это население города Неукен. 250-300 тысяч. И он на самом деле активно развивается, очень быстро растет, и это видно. Я был здесь полгода назад, и вот сейчас я снова приехал, и посмотрите, вот идет стройка, строятся новые дома. Так. Вообще здесь проблема, везде в Аргентине есть эта проблема, но здесь она тоже есть, отсутствие светофоров для пешеходов. То есть вот есть светофор, ну на этом перекрестке еще более-менее, а на других перекрестках просто нет светофоров для пешеходов. Есть только один светофор для автомобилей, и тебе очень сложно понять, тебе нужно смотреть, где этот светофор, тебе нужно постоянно думать. А перекрестки здесь каждые, не знаю, 200 метров, 100 метров, 200 метров, и тебе постоянно нужно думать, где машины, где красный, зеленый. Вот, это бесит, это реально бесит, но это, к сожалению, везде. В Буэнос-Айресе этого меньше, но в других городах Аргентины почему-то это норма. Ну, никого это не парит, и никого это не бесит, кроме, конечно, приезжих, потому что для меня это какой-то шок каждый раз. Ты идешь с коляской, с ребенком, и ты не понимаешь, что делать. Но это отдельная история, это нюансы, друзья, это нюансы. Так вот, город реально активно развивается, строятся новые высокие дома. Вот смотрите, огромная гигантская парковка вот здесь вот находится. Видите, огромная парковка прямо в центре города.
Вот, то есть с городом все хорошо. С городом... Так, блин, вот опять ни хрена непонятно. Ну, окей, это нерегулируемый перекресток без светофора, но ладно. Окей. Город активно развивается, и здесь, ну, из-за этого, наверное, можно так сказать, есть одна проблема. Проблема, с которой я и моя жена, да, с которой мы столкнулись. Есть одна проблема, с которой мы столкнулись. Что это за проблема? Ну, как вы можете догадаться, это дорогая аренда жилья. На данный момент это самый дорогой город во всей Аргентине, где мы жили, друзья. Самый дорогой город. Например, в Буэнос-Айресе можно снять квартиру с отдельной спальней, нормальную, хорошую квартиру за 500-600 долларов. Но здесь такая квартира будет стоить около 1000 долларов. То есть разница более 30%. То есть минимум на 30% дороже. Ну и квартиры гораздо в более худшем состоянии. Вот это, к сожалению, правда. И мы первое время смотрели на квартиры, и мы не понимали, что делать. Потому что либо сдаются квартиры без мебели вообще, либо с мебелью, но за космические деньги, просто космические деньги. И мы уже думали, блин, что делать? Может быть, надо уехать куда-то, потому что, ну, мы с ребенком, мы не можем жить, ну, вот в какой-то неудобной, неприятной квартире, просто потому что мы работаем из дома, мы много времени проводим дома. Хочется, чтобы квартира была, ну, хотя бы минимально комфортной. Минимально комфортной, друзья. Я покажу нашу квартиру в следующих видео. Посмотрите, что для нас есть комфортная квартира. Так вот, и в итоге мы нашли, к счастью, вариант. Мы, кстати, идем вдоль центрального проспекта. Называется Авенида Аргентина. Центральный проспект города. Это бульвар. Две части дороги здесь разделяются таким бульваром, и здесь очень приятно, и можно пройти от самой северной части города до самой южной части города, которая упирается в фантастическую реку, очень красивую реку. Вот туда. Поэтому мы в самом центре, друзья. Так вот. Мы думали, что надо уезжать, слишком дорого. Мы писали агентам. Ну как? Мы искали объявления на местных сайтах. На местных сайтах, где люди публикуют объявления по аренде квартир. И почти никто из агентов нам не отвечал. Или отвечали что-то типа, ну, этой квартиры у нас нет. Посмотрите другие варианты. И агенты отвечали очень лениво. Очень лениво. И вообще, это, конечно, отдельная история, но вот я бы поделился с вами своими эмоциями, вот насколько я ненавижу агентов по недвижимости. Очень редко, когда они работают хорошо. Они просто берут кучу денег и, по сути, не делают ничего. Были случаи, когда агенты даже не приезжали на показ или на просмотр квартиры. Было такое в моей практике, и это трындец, друзья, это трындец. Ну, то есть ты получаешь бабки, и ты даже не приезжаешь на просмотр квартиры. Поэтому мы всегда пытаемся избегать агентов.
И в этот раз мы тоже решили, что мы не будем заниматься с агентами, ну, мы не будем связываться, да, лучше так сказать. Мы не будем связываться с агентами, потому что нужно платить агенту комиссию за весь контракт. Нужно платить... Спокойно, хороший, посмотрите, он тоже что-то хочет сказать. Нужно платить депозит, нужно покупать гарантию, что ты ну, не уедешь завтра и так далее, и так далее, и так далее. Это очень дорого, очень неудобно, поэтому мы решили сделать все просто и снять квартиру на Airbnb. Да, вот так просто. Я потом расскажу, что это за квартира и сколько она стоила, но скажу, что дорого. Честно говоря, ну, для нас это дорого. Мы, конечно, ожидали, что будет дорого, но, блин, это дорого. Это дорого. Но окей, об этом я поговорю в следующем видео. Да, я забыл, по-моему, ответить на вопрос, а почему дорогой город? Почему дорогой город? Дело в том, что здесь, в этом районе, да, находится месторождение нефти и газа. Оно называется Вака Муэрта, или дохлая корова, или мертвая корова. Это месторождение газа и нефти, и поэтому огромное количество людей здесь работает в этой отрасли, в нефтегазовой отрасли. Что-то напоминает, да? Действительно, в России очень похожая ситуация. Есть города на севере, которые, где люди работают в нефтегазовой отрасли, и обычно эти города дороже, жить там дороже, но и зарплаты там выше. И вот здесь аналогичная ситуация. Люди работают в нефтегазовой отрасли, получают достаточно высокую зарплату, ну, в сравнении с остальной Аргентиной, и поэтому жилье здесь дороже. Хотя продукты здесь стоят примерно как в Буэнос-Айресе. Мы были в супермаркете, и в целом супермаркет в Буэнос-Айресе и супермаркет здесь по ценам они не различаются, что приятно. В России во многих городах есть памятник Ленину, памятник Владимиру Ильичу Ленину. А в Аргентине это памятник Сан-Мартину, человеку, генералу, который, по сути, освободил Аргентину от зависимости от Испании. И поэтому в центре города вы всегда увидите памятник Сан-Мартину. Вот такой он на коне, Сан-Мартин, освободитель. И это, кстати, центр, друзья. Это самый центр Неукена. Вот здесь обычно проходит ярмарка. Сейчас играет музыка. Intoxicados, если я не ошибаюсь. Вот. Вот так выглядит центр города, друзья. Самый-самый центр. А вот театр. Театр и кинотеатр. Удивительно, кого мы здесь видим, друзья. Нужно было приехать из Санкт-Петербурга в Неукен, чтобы увидеть классический балет санкт-петербургского, классический санкт-петербургский балет. Это просто невероятно. Посмотрите, премьера балета из Большого театра из Москвы. Это просто невероятно. Ты приезжаешь просто за не знаю, десятки, ну не десятки, хорошо, за тысячи километров ты приезжаешь, и ты видишь Санкт-Петербургский балет, друзья. Вот русская культура, да, вот можно немножко погордиться Санкт-Петербургом и
собственно, вообще русским балетом, потому что, ну, это классно, когда ты видишь русский балет вот здесь, вот в Неукене, где вообще сложно представить, что ты увидишь русский балет. Супер, просто супер. Интересный факт, что здесь, в Неукене, есть сиеста. Ну, по крайней мере, для меня это так выглядит. Здесь многие магазины не работают примерно с часу дня до 4 дня. Магазины закрыты, рестораны закрыты, все закрыто. Ну, может быть, не все, но, короче, очень многое закрыто. И это интересно. Я знаю, что в Латинской Америке и в Аргентине есть вот эта культура сиесты. Но, честно говоря, в Буэнос-Айресе я ее не ощущал, потому что это мегаполис, огромный город, а сюда мы приехали в воскресенье, и в воскресенье вообще почти ничего не работало. Ну, это забавно. И вот есть этот перерыв днем. Не могу сказать, что для нас это проблема. Это всегда немножко странно для тех, кто приехал из России, потому что у нас нет такого. Но я жил в Сербии, я жил в Китае, где тоже есть сиеста. И на самом деле я привык к этому. Ну, то есть для меня это уже не что-то странное и непонятное. Но тем не менее, да, здесь днем мало что работает. Это нужно принимать во внимание. Это нужно принимать во внимание. Очень сильно сохнут губы. Очень сильно сохнут губы и сильно сохнет кожа лица. Кожа лица и кожа рук. В общем, лицо и руки сохнут очень быстро. Почему? Почему? Сейчас, смотрите, Эвита. Эвита, привет! Сейчас зима. Середина зимы в Неукене, ну вообще в Аргентине, в южном полушарии, почти середина зимы. И сегодня в Неукене плюс 16 градусов днем, да, друзья, плюс 16 градусов. Пока еще нет, но чуть попозже будет еще теплее, я точно сниму куртку. Но ночью было плюс 2 градуса. Плюс 2 градуса. И это характерно для этого региона, для этого города, потому что вокруг здесь пустыня. Пустыня вокруг, друзья. Поэтому воздух очень сухой. В этом есть плюс, что лучше сохнет одежда дома, что нет плесени и так далее, что больше солнца, меньше дождей. Но есть и минусы, конечно. Это меньше зелени вокруг, и кожа очень сохнет кожа. Однако, несмотря на то, что Буэнос-Айрес теплее, Неукен все равно теплее. Почему? В Неукене ситуация похожа с Россией. На улице у тебя холоднее, чем в Буэнос-Айресе, но зато в доме у тебя гораздо теплее, друзья. Почему? Потому что здесь есть Его Величество, центральное отопление. Бог мой! А еще, смотрите, сосны и пальма. Сосна, пальма. Сосна, пальма.
еще попугаи периодически прыгают то по пальме, то по сосне. Это вообще уникально, просто уникально. Ты как будто на севере, но на каком-то таком... Север на минималках. Ну, север для жителя России, да. Вот. Так вот, здесь реально в доме теплее. У тебя центральное отопление, ты заходишь в дом, тепло, комфортно. Одежда вся сохнет быстро, потому что в Буэнос-Айресе, когда были дожди, ты практически не можешь высушить одежду. Твоя одежда начинает вонять сыростью. Это отвратительное ощущение, когда твоя одежда воняет сыростью. Это просто отвратительно, друзья. Ты стираешь ее еще раз и еще раз. Ты ждешь, когда наступит солнечный день. Вот. Да, здесь ты стираешь, когда хочешь, вешаешь одежду на батарею, да или просто вешаешь в доме, в квартире, и у тебя все сухо. Это супер удобно, Потому что сушилки для белья, ну, я здесь не видел ни в каких квартирах. Стиральные машины — это редкость. Но сушилка для белья, да, автоматическая, вот это ну, я не видел их нигде пока в Аргентине. Вот, друзья, собственно, какие мои первые впечатления? Ну, нас напугала проблема с жильем, но нам удалось ее решить. Мы думали, что будет холоднее, но на самом деле пока здесь очень комфортно. Очень комфортно. И в целом, пока нам все нравится, мы только приехали. Вот такие вот всякие вещи. Прикольно. Смотрите, реально зима и работают фонтаны. Фонтаны работают зимой. Зимой работают фонтаны. Для человека из Санкт-Петербурга это шок, потому что в Санкт-Петербурге фонтаны работают, не работают уже осенью, зимой, конечно же. Вот, а здесь зимой у тебя работают фонтаны. Это интересно. Еще одно маленькое замечание, последнее. Вообще, когда ты находишься в Неукене, то у тебя ощущение, что ты переместился во времени, причем назад. И это интересно, потому что с одной стороны у тебя 5G на телефоне, у тебя Wi-Fi в парках и автобусах, но с другой стороны многие здания, многие архитектурные сооружения выглядят так, как будто ты в советском городе. Но об этом я запишу другое видео, друзья. На сегодня это все. Спасибо, что были со мной. Я обязательно покажу еще Неукен, расскажу про нашу жизнь здесь. Ну и до встречи в следующем видео. Чао, hasta luego!